Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Сегодня любимая рубрика «Понаехавшие». Обычно она появляется в связи с новостями не самыми радужными, но сегодня немного отойдем от традиции. Есть хорошие новости. Хотя, как обычно, хорошие новости в нашей реальности часто оказываются продолжением плохих. Сегодня снова придется присмотреться к идее всеобщего благополучия. Спойлер – всего на всех не хватает. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. В ногах правды нет, но выше ее тоже не всегда найдешь. В общем, устраивайтесь поудобней. Знакомьтесь, Махба Мохаммед. Врач сомалийского происхождения. Живет и работает в Финляндии. Говорит на финском, сомалийском и английском. Сейчас он проходит специализацию как пульмонолог. Махба и его земляки открыли частный медицинский центр Медипулси в Малми. Это район Хельсинки. На первый взгляд, очередная частная клиника. Обычная история. Необычными являются благотворительные акции этой клиники, когда врачи, в том числе и специалисты, ведут бесплатный прием. Да, но помнится, в Хельсинки тоже была клиника, где врачи в рамках благотворительности бесплатно принимали нелегальных понаехавших. Не знаю, функционирует она еще или нет, потому что, как я помню, Хельсинки теперь лечат нелегалов в муниципальных клиниках. То есть благотворительный прием – дело вроде как тоже не новое. Новым является то, что теперь благотворительные приемы устраивают для вполне легальных жителей Финляндии, потому что система здравоохранения в нашем обществе всеобщего благополучия захлебнулась в собственных очередях. Во время таких бесплатных уикендов в клинику приходят в основном люди, которые в обычной ситуации не могут позволить себе частную медицину. Это пенсионеры, люди с низким доходом, а также пациенты, которые устали ждать очереди в государственной системе. Одна из пациенток, Тарья Сеппенен, объясняет свой визит просто. В муниципальной системе ее уже наблюдали, но ожидание было слишком долгим. Пенсия маленькая, поэтому возможность попасть к врачу быстро и бесплатно – огромная помощь для нее. Другая пациентка рассказывает, что годами пыталась добиться помощи в муниципальной системе. Симптомы лечили обезболивающими, не углубляясь в причину, и постепенно появилось ощущение, что ее просто не воспринимают всерьез. Пей бурану и давай, до свидания. И вдруг другой опыт, спокойный разговор, внимание, диагностика и самое простое, но важное чувство – меня слушают и слышат. За один визит в рамках благотворительного дня пациент может получить первичную диагностику, направление или корректировку лечения, обновить рецепт. Но за всей этой благотворительностью стоит большая проблема. Но я же говорю, что хорошая и плохая новость ходят вместе. По данным финских исследований, в некоторых районах Хельсинки каждый четвертый пациент ждет приема у врача больше месяца. В отдельных районах ситуация еще сложнее. И это уже не исключение, а правило. Именно поэтому такие инициативы, как бесплатные приемы, вызывают смешанную реакцию. С одной стороны, это реальная помощь людям здесь и сейчас. С другой, это симптом того, что система здравоохранения сильно хромает. Слишком много людей в очередях. Этой клиникой руководит врач и предприниматель Махба Мохаммед. Он подчеркивает, благотворительные акции – это не попытка заменить государственную медицину. Напротив, он считает, что именно государственная система должна оставаться основной, а частный сектор может ее дополнять, особенно в периоды перегрузки. Махба считает эту инициативу способом вернуть обществу то, что Финляндия дала ему самому – образование, безопасность и возможность работать. Именно поэтому здесь появились бесплатные приемы несколько раз в год с терапевтами, кардиологами, гинекологами, другими специалистами. Например, в прошлые выходные прием вели кардиолог, врач-инфекционист, проходящий специализацию гинеколог и пульмонолог. Каждый такой день – это 1000 евро упущенной выгоды. Осознанный выбор. Врач Махба Мохаммед говорит: Я приехал из Сомали в Вантаа в 5-летнем возрасте. Оттуда вскоре мы переехали в Восточный Хельсинки. Сейчас я живу с семьей в Вуасааре. Своим примером я хочу вдохновлять молодежь учиться, ставить себе цели и мечты, к которым можно стремиться. Я могу только выразить Махбе свое уважение и восхищение, пожелать успехов и здоровья.
Но вопрос остается. Почему вообще такие бесплатные дни стали необходимостью? Почему? Пишите свое мнение в комментариях. Продолжим тему понаехавших в следующем сюжете. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. С прошлого года в Финляндии действует новый закон. Если у человека рабочий вид на жительство, и он теряет работу, то у него есть всего 3 месяца, чтобы найти новую работу. Иначе разрешение могут аннулировать. Для некоторых категорий, например, специалистов и тех, кто живет в Финляндии более 2 лет, срок увеличен до 6 месяцев. На первый взгляд все логично. Приехал работать – работаешь. Но на практике ситуация оказалась сложнее. По данным иммиграционного ведомства МИГРИ, с начала 2025 года открыто 2230 дел по возможной отмене видов на жительство. Больше всего таких рассмотрений открыто в отношении граждан России и Украины. У россиян 322 случая, у украинцев 274. Далее в первой пятерке идут граждане Косово, 232 дела, Узбекистана 195 дел и Филиппин 170 дел. И почти в половине случаев разрешение действительно аннулируют. Речь идет именно о рабочих видах на жительство. И главная причина отмен вовсе не преступление, а банальная безработица. Люди теряют работу и не успевают найти новую за отведенный срок. Особенно на фоне слабой экономики это вполне понятно. При этом в статистике есть и другие причины. Несоответствие работы разрешению, недостаточный доход, а иногда и нарушение закона. Но это скорее исключение, чем правило. Получается довольно жесткая система. Человек может жить, работать, платить налоги, но потеря работы тут же запускает обратный отсчет. Как вы считаете, 3 месяца это достаточно или слишком мало? Пишите в комментариях. А теперь переходим к новому сюжету. Сейчас в Финляндии проживает около 600 тысяч человек, приехавших из-за границы. Примерно треть из них – граждане Финляндии. В последние годы иммиграция была рекордной. Частично это связано с украинскими беженцами, но главная причина роста – резкое увеличение миграции из Азии. Все больше новых компаний создают люди, родившиеся за рубежом. За последние 5 лет число финских предпринимателей сократилось на несколько процентов, тогда как число предпринимателей и иммигрантов выросло на 55%. Предпринимателей и иммигрантов сейчас более 30 тысяч. 2/3 из них младше 45 лет. 3 из 4 работают в одиночку. Общий оборот их компаний больше 4 миллиардов евро. Больше всего таких предпринимателей в ресторанной сфере. Самые распространенные страны происхождения предпринимателей – это Россия, Эстония, Ирак, Турция и Китай. И за всеми этими цифрами стоят реальные люди и их истории. Иногда очень неожиданные, иногда вдохновляющие, а иногда довольно сложные. И сейчас мы познакомимся с женщиной из Африки, которая приехала в Финляндию и смогла построить здесь собственный бизнес буквально с нуля. Знакомьтесь, это Эдем Агбекей Тейлор. В 2005 году она приехала из Ганы учиться в Финляндии в сфере недвижимости. Но жизнь сложилась иначе. Учеба не стала ее главным путем. Вскоре появилась семья, ребенок и совершенно другие заботы. И именно тогда началась история ее будущего бизнеса. У ее ребенка появились серьезные кожные высыпания. Современная финская медицина развела руками. А совет мамы из Ганы использовать черное мыло и масло ши сработал. Эдем увидела в этом возможность. Сначала это была просто попытка привезти знакомые продукты в Финляндию, но постепенно идея выросла в маленький бизнес. Днем она продавала косметику на рынке, а вечерами подрабатывала уборкой офисов. Так появилась фирма Инкуто, небольшой бренд натуральной косметики с африканскими корнями. Со временем бизнес начал расти. В 2017 году продукция Инкуто попала в сити-маркеты. В 2019 году оборот компании превысил 350 тысяч евро, и у Эдем даже появились сотрудники. Казалось, что история складывается идеально. Иммигрантка, которая построила успешную компанию в новой стране. Но
Грянула пандемия, и карета инкута начала превращаться в тыкву. Отсутствие системной поддержки, сложности с финансированием. И вот успешная бизнес-леди снова стоит у котла в одиночку. Сырье для черного мыла – это зола какао-дерева и масло ши – поступают из Ганы, где Акбей Тейлор частично обеспечивает работой почти 80 женщин, многие из которых вдовы солдат. Эдем сама замачивает золу, сама варит массу, режет мыло, упаковывает и продает его на ярмарках и через интернет. Муж помогает с перевозками. Ее рабочий день может длиться до 14 часов, 6 дней в неделю. И при этом Эдем не говорит о поражении. Наоборот, она продолжает называть Финляндию отличной страной для начала бизнеса. Она гордится собой. Я обеспечиваю себя и еще нескольких людей. Я не живу на пособие. Ей не удалось выучить финский, все время ушло на работу, но она чувствует себя финкой. В Гане я туристка. Моя жизнь здесь. Если я сдамся, куда мне идти? Мне 52 года. У меня нет выбора. Что ж, мое уважение, Эдем. Пожелаем ей удачи. Во всяком случае, меня это мыло очень заинтересовало. Куплю, как увижу. А мы переходим к следующему сюжету. Популярная рубрика «И смех, и грех». В Финляндии иногда практикуется принудительное выселение. Если сам не съезжаешь в установленный срок, то приходят работники, из квартиры все выбрасывают, делают уборку, чтобы заселить новых квартирантов. И вот в тихом Кирконумме, где самым громким событием обычно является падение сосновой шишки, развернулась драма, достойная пера Кафки. Компания Kirkkonummen Vuokra-asunnot, управляющая муниципальным жильем, решила провести плановое выселение. Ну, дело житейское. Долги, предписания, судебные приставы и так далее. Но что-то пошло не так. То ли навигатор подвел, то ли понедельник был, то ли пятница. Но бригада зачистки вломилась не в ту дверь. И здесь мы сталкиваемся с пугающей эффективностью финского сервиса. Очевидцы, затаив дыхание, наблюдали, как трое мужчин с энтузиазмом, достойным лучшего применения, методично уничтожали чужую жизнь. «Я вышел во двор покурить», – рассказывает сосед, «а там мусоровоз, и трое парней таскают вещи, кидают все вовнутрь, а машина хрустит, перемалывая все в щепки». Все добросовестно перемололи. Шкафы, диваны, стулья, семейные фотоальбомы, детские игрушки, документы. В общем, весь скарб целиком и полностью закинули в пасть мусоровоза. Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же, что нажито непосильным трудом, все погибло. Когда семья вернулась, они испытали шок. Квартира была не просто пуста, она была вычищена с религиозным фанатизмом. Исчезла даже еда из холодильника. Генеральный директор компании Юха Марьяму с прискорбием признал: да, ошибочка вышла. Какое лаконичное описание для полной иннигаляции частной собственности. Теперь полиция пытается разобраться в сути ситуации. Ведь речь идет о чувствительном деле. Ну еще бы, когда официальные лица по ошибке уничтожают все имущество граждан, словно чувствительность – это очень вежливый финский эвфемизм для катастрофического провала. И что же мы имеем в сухом остатке? Семье милостливо предоставили временное жилье до конца месяца. Как будто право пожить в четырех стенах без единой личной вилки-ложки может компенсировать утрату всего, что наживалось годами. Эта ситуация – блестящая иллюстрация того, что бюрократическая машина не имеет ни глаз, ни мозгов. Но ведь если люди живут в квартире, она наверняка выглядит жилой. Надеюсь, у семьи была страховка. Жизнь такая, и не знаешь, от чего еще застраховаться. Какие еще дураломы могут встретиться в жизни. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!